Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 10 июня, пятница, достаточно интересный и многообещающий день. Обязательно в этот день проведите очень простую практику с солью, благодаря которой вы сможете не только открыться денежному потоку, но и привлечь деньги в свою жизнь. Как это правильно делать? Далее все более подробно, друзья, в этом видео. Итак, сегодня у нас с вами пятница, последний рабочий день на этой неделе, и вы знаете, это будет интересный и многообещающий день. С другой стороны, немножко он будет беспокойным. Особенно это будет касаться эмоциональных людей, которые склонны к сильным переживаниям. Нелегко будет сохранить самообладание и тем, кто привык жить по плану. Сегодня слишком часто ситуация выходит из-под контроля и могут происходить неожиданные события. В целом дела будут идти не так уж и плохо, и добиться успехов можно, хотя и не без усилий. Первая половина дня подходит для решения практических задач и каких-то бытовых проблем. Вы реально сейчас смотрите на вещи, не витаете в облаках и не переоцениваете свои силы. Сегодня вряд ли возникнут какие-то серьезные проблемы или очень сложные какие-то неразрешимые задачи, которые требуют вашего немедленного решения. А вот простые ежедневные задачи вы с легкостью сможете довести до конца. Также вы сегодня сможете найти ответы на вопросы, которые важны как для вас, так и для ваших близких. Для важных и ответственных дел этот день все-таки не подходит, так как будет гораздо труднее вам сосредоточиться на своих делах, чем обычно. Поэтому сегодня можете спокойно решать обычные текущие вопросы и каждодневные задачи. Если вы решили взяться за что-то новое и незнакомое для себя, к этому нужно подходить очень осторожно и только в том случае, если вас поддерживают ваши единомышленники. Если вы планируете сегодня заняться важными делами, помните, что рассчитывать придется только на себя, а каждый ваш шаг должен быть обязательно хорошо продуман до мелочей, потому что, допустив ошибку, даже, возможно, незначительную, вы вынуждены будете много потратить время на то, чтобы все исправить. День может принести и мелкие, но в то же время многочисленные проблемы, каждая из которых потребует обязательно вашего внимания. Большую часть этих проблем вам предстоит решать в одиночку, но в некоторых случаях все же вы можете обратиться за помощью к друзьям, но только к тем друзьям, которых вы уверены на все 100%, что они от вас не подведут и в самый неподходящий момент не откажутся от своих слов. Сегодня вы будете настроены очень решительно и готовы на все, чтобы достичь поставленных целей. Такая настойчивость приносит вам плоды, но порой может толкнуть вас и на необдуманные поступки. Каждый раз, когда ситуация выходит из-под контроля, вы начинаете нервничать и волноваться. Но события складываются благоприятным для вас образом, так что не теряйте оптимизма. Старайтесь не спешить и всегда помните, что у вас есть время на то, чтобы принять взвешенное решение. Не исключено, что окажутся очень полезными советы друзей и старых знакомых. Не торопитесь доверять и новым знакомым. Сегодня вы можете судить о людях поверхностно, многое будете принимать за чистую монету, поэтому можете быть подвержены обману. Очень вероятны важные новости, которые будут касаться вашей работы. Они могут заставить вас изменить свои планы или отказаться от намеченных замыслов. Очень подходящий день для общения сегодня с женщинами. Сегодня они дают отличные советы, поддержат вас, когда это будет нужно. Но только советы сегодня полезны в том случае, если вы не вступаете и избегаете пустых разговоров, и уж точно будете в стороне от каких-либо сплетен.
Общение с такими людьми, к сожалению, может вам только навредить. А возможно, сегодня финансовые потери, неудачные сделки, покупки, о которых вам быстро придется пожалеть. Поэтому нужна осторожность в решении вот этих важных вопросов. Однако можно совершать какие-то покупки, сделки или какие-то финансовые операции. Там, где дело касается денег, вы принимаете верные решения. Возможно, что вам предложат принять участие в проекте, который обещает большую прибыль. Значительную часть дня придется посвятить исправлению старых ошибок, но это кажется гораздо проще, чем вы думали и предполагали. Сегодня вы сможете наладить отношения с теми, с кем вы были в ссоре, и даже урегулировать какие-то давние конфликты. Старайтесь не позволять окружающим вмешиваться в ваши дела и оценивать ваши действия. Очень важно стремиться к независимости и в поступках, и в суждениях. Не стоит спешить с решениями и их воплощением в жизнь. Старайтесь хорошо обдумать каждый свой шаг сегодня. Также постарайтесь обращать внимание на мелкие детали, которые позже могут сыграть серьезную роль. Вы отлично сейчас справляетесь со всеми испытаниями, проявляете завидную настойчивость и твердость там, где это необходимо. Отличный день для того, чтобы начать учиться чему-нибудь полезному, от, например, управления автомобилем до кройки и шитья. Всем, кто хоть в какой-то степени это ново, вы будете вовлекаться в это молниеносно, всерьез и надолго. Сегодня очень полезно посещать лекции, семинары и мастер-классы, а также другие мероприятия, где можно будет встретить людей, которые разделяют ваши взгляды и интересы. День неплохо подходит для близкого общения с детьми и близкими. Сегодня стоит быть внимательнее к близким, потому что именно сегодня могут потребоваться ваша поддержка и забота. Обращаем ваше внимание, что у многих будет шанс положить конец каким-то семейным разногласиям, а также найти общий язык с родственниками, и это будет оказываться, вы сможете сделать, и это будет нетрудно, и у вас не будет больше никаких возникать причин для споров и разногласий. Также старайтесь в этот день избегать ссоров, особенно если причина их будет незначительной. Именно такие размолвки могут иметь самые неприятные последствия. Сегодня легкий день, который отлично подойдет для отдыха, для приятного общения и развлечений. Вы сможете сегодня повидаться с друзьями и провести время обязательно в хорошей компании. Не исключены приятные знакомства, так как вы многим сейчас нравитесь и легко производите на всех хорошее впечатление. И вряд ли кто-то останется равнодушным к вашему обаянию. Вероятно, и начало романтических историй. Они будут складываться очень гармонично и подарят вам обязательно много ярких эмоций. А вот мужчины сегодня выглядят даже более чем яркими и привлекательными. А потому, и уважаемые мужчины, вы будете вызывать интерес повышенный. Также обращаем ваше внимание, что по лунному календарю нас с вами ожидают 11 и 12 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Скорпион. Обращаем ваше внимание, что сегодня фортуна будет улыбаться. И вот здесь очень важно, чтобы вы прислушались к своей интуиции и выполняли все то, что вы считаете важным и нужным для себя. Не для соседа, не для близких, а именно для себя. Также если вам сегодня поступают какие-то достаточно интересные предложения, старайтесь не отказываться сразу, не рубить с плеча, а старайтесь подумать о том, какую пользу это может вам принести. И вы увидите, что действительно то, что вы могли поспешить и сделать неправильные выводы, сейчас это может в дальнейшем привести к определенным прибыльным результатам. И, друзья, сегодня, 10 июня, вечером мы рекомендуем провести одну простую практику. С помощью этой практики вы можете привлечь деньги. Итак, эту практику мы с вами будем проводить с помощью соли. Как вы помните, соль обладает достаточно сильной энергетикой. И именно эта практика, она нацелена на то, чтобы вы могли привлечь деньги в самое ближайшее время. Итак, возьмите какую-то посуду, это может быть блюдце, это может быть банка, тарелка, чашка. И туда будет нужно бросить 2 щепоточки соли. И насыпая
бросая вот соль в емкость, надо сказать: беда, уходи далеко, грусть обходи стороной, соль, ты удачу мне открой и защитой меня укрой, да будет так. И, пожалуйста, вот эта соль должна находиться под кроватью в течение 24 часов. После этого ее нужно достать, обязательно поблагодарите высшие силы за ту помощь, которую вам оказали. И соль обязательно спустите в унитаз или в раковину. Главное, чтобы произошел контакт с водой. Ну, а в той посуде, которая была, вы можете выбросить или хорошенько помыть и использовать в следующий раз. И вы увидите, как в самое ближайшее время произойдут определенные хорошие изменения в вашей жизни. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а мы с вами, друзья, уже услышимся в следующем видео. Прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два прямоугольника, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья, там больше полезной, важной, нужной, интересной для вас информации. Всех вам благ, услышимся уже с вами в следующем видео.